прошлой серии «Бедной Насти». Она все еще в твоем сердце. Я не хочу, чтобы она была в моем сердце. Так отпусти ее. Прошу вас подумать о том, чтобы мне выкупить Анну. Какой я тебе барин? А кто же вы? Это стихотворение написал не я. Но оно полностью выражает те чувства, которые я испытываю к вам. Неплохо. Теперь полегчало. А ты что, ждал от меня благодарности? Будь ты на моем месте, убил бы еще вчера. Танюш, с вами все в порядке? Не извольте беспокоиться, барышня. Это не я беспокоюсь, это Андрей Петрович переживает. Твои чувства можно понять. Помнишь, я приезжала в поместье, у меня еще тогда перчатка порвалась. Я сразу поняла, что ты неравнодушна к Андрею Петровичу. Вам показалось, барышня? Но не стоит отчаиваться. В Андрея невозможно не влюбиться, это я по себе знаю. А ты? Ты очень красивая девушка. Очень красивая. Скажи, у тебя, наверное, от женихов отбоя нету, да? Не знаю, барышня. Ты не только красивая, но и умная девушка, сама понимаешь. Андрей Петрович тебе не пара. Хочешь совет? Постарайся забыть его. Извините, барышня. Мне идти надо. Мари? Вы ко мне? Нет. Просто иду мимо. Ищу фрейлин. Но хотела у вас узнать, а когда вернется Натали? А она еще не приехала? Нет. Но ужин был замечательный. Я давно так не тратила время. Мари, не проводила. Ага. А теперь прошу меня простить, у меня срочное дело. Хочешь меня убить? Ну что, давай. Я уже вижу заголовок в петербургских ведомостях. Барон Корл был забит до смерти своим лучшим другом. Хватит ерничать! Неужели вовсе нет совести? Моя совесть иной раз засыпает крепким сном. Как ты мог унизить Анну? Унизить так мерзко, так гадко! Любовь к зрелищным забавам. Я унаследовал от отца.
Если бы ты не был моим другом, скажи, просто у тебя не хватило смелости сказать мне правду, сказать, что Анна крепостная. Смелость тут ни при чем. Будь моя воля, я бы сказал тебе правду еще на балу. Так в чем же дело? Зачем же вы оба обманывали меня? Отец скрывал происхождение Анны. Он взял с меня слово держать это в тайне. Я вынужден был играть в этот бред, как и все в доме. Но вспомни, я намекал тебе не раз, чтобы ты не общался с ней. И потом решил раскрыть ее истинное положение таким диким образом. Каюсь, я не прав. Я прошу прощения. Не прав. Да это подлость, недостойная благородного человека. Пойми, я оказался между двух огней. С одной стороны, воля отца. С другой стороны, ты с этой нелепой влюбленностью. Каково мне было видеть, как ты трепетно целуешь руку крепостной, хранишь ее платок, как святыню. Сейчас тебе самому неловко все это вспоминать, не так ли? Ты обращался с ней, как с барышней из высшего света. И зол ты не на меня, а на себя самого. Я всего лишь оборвал эту цепь обмана и иллюзий. Иллюзий? Ты ошибаешься. Если бы я встретил Анну не на Великосветском балу, а на скотном дворе, я бы все равно влюбился в нее без памяти. Да. А вот ты предал нашу дружбу. Я не скрывал от тебя своих чувств. Ты видел, как далеко все это зашло, но не сказал мне правды. Я не мог пойти против воли отца, Миша. Но мог играть чужими чувствами. Я пытался предупредить тебя, но ты ничего не замечал или не хотел замечать. Ты просто не знаешь, что такое любовь. А ты-то сам знаешь, что такое любовь? Увидев, что она крепостная, ты же отрекся от нее. Володя, ответь мне. Если бы ты узнал, что я незнатного происхождения, ты бы перестал считать меня своим другом? Ты хочешь сказать, что ты по-прежнему любишь ее? К вам господин Забалуев и ее сиятельство княгиня Долгорукая пожаловали. Разрешите принять? Мне надо отсюда выбраться. Я мертвец.
Лиза, что ты в потемках сидишь? Ты Таню не видела? Что еще случилось? Я совсем запутался, Лиза. Таня застала нас с Наташей, когда мы целовались, и убежала из комнаты. Я не могу нигде ее найти. Она может что-то с собой сделать. Я ее понимаю, мне самой в петлю хочется. Не говори так. Еще не поздно все изменить. Зачем? Владимир оставил меня, и счастливой мне уже не быть никогда. Подумай, Лиза. После венчания обратного пути не будет. А мне все равно. Но если Забалуев и твою свадьбу расстроит, мне будет обиднее вдвойне. Расскажет он маменьке о вас с Татьяной, и она тебя упреками замучает, а Таня сосвету живет. Я так хочу, чтобы ты был счастлив. Уж лучше мне выйти замуж за Забалуева поскорее, чтобы он меньше бед всем принес. Ты обрекаешь себя на жизнь с нелюбимым человеком. Возможно, не всю жизнь. Забалуев стар, хоть это грех смерти желать, но есть надежда, что будет в моей жизни хоть кусочек свободы. Знаешь, маменька считает, что любовь в супружеской жизни только несчастье приносит. Странно. Они ведь с отцом любили друг друга. Что-то произошло между ними. Перед его смертью что-то страшное. И не погибни он тогда на охоте, маменька все равно бы его в могилу свела своей ненавистью. Да нет, не может быть. Почему ты так уверена? Ты был в Петербурге, это все происходило на моих глазах. Вся их размолвка. Но они писали замечательные письма. Мы сегодня отправились на прогулку. Мы заказали девочкам новые платья. И в каждом письме было написано «мы». У меня и мысли не было, что между ними что-то неладно. Маменька не любит выносить ссор из избы. Но я же их сын. Зачем им от меня скрывать свои размолвки? Можешь идти. Добрый вечер, господа. Чем обязан столь неожиданному визиту? А вы, Андрей Платонович, пришли доиграть свой спектакль с моим арестом? В прошлый раз вам не удалось сорвать аплодисменты. Мой спектакль, как вы выразились, нынче для вас может закончиться неприятной действительностью. Очень интересно. Андрей Платонович, а вы к властям обращаться не боитесь? С вас ведь подозрения еще не сняты. Подозрения эти не имели никаких оснований. Подлая клевета. А вот вам, мой милый барон, я обещаю серьезные неприятности. Да. И что-то защитника вашего не видно. Вы имеете в виду князя Репнина? Так вы его ищете. Признаться, я и сам давно его не видел. Если вопросов больше нет, то я прошу оставить меня в покое. Я не желаю видеть возможного убийцу отца в своем доме. В вашем доме? Барон! Господин Забалуев находится здесь, у себя в доме. Ваше поместье в качестве уплаты долга отходит в собственность моей семьи. И как приданое переходит Андрею Платоновичу. Так что это вы, мой милый барон, не имеете права здесь распоряжаться. Отлично. А исправника вы привели, чтобы хоть кто-то полюбовался на это зрелище? Исправник подтвердил отсутствие соответствующих записей в городских книгах. Какие записи? Какие городские книги? О чем вы говорите? Петр Михайлович, и мой отец были друзьями, они были честными людьми. Им достаточно было слова или простой расписки. Так ведь ничего нет, ни расписки, ни свидетелей. Должна быть запись в расходных книгах Петра Михайловича. Этого не может быть.
видите, может. Вы уничтожили запись. Да как вы смеете? Я обязан спросить, имеется у вас соответствующая сумма для незамедлительной выплаты долга, господин барон? У меня нет таких денег. Тогда, в соответствии с договором, заключенным между бароном Корфом и князем Долгоруким, поместье Корфа переходит в собственность семьи Долгоруких. Вы хотите меня уверить, что я здесь больше не хозяин? Это немыслимо. Ну, конечно, вы должны быть потрясены. Но вы не расстраивайтесь, мой милый мальчик. Мы не злодеи. Мы вам дадим время собрать свои вещи. Память о старой дружбе наших семей. Мне сейчас и так нелегко. А тут новости. Одна хлеще другой. Насколько это было серьезно? Трудно сказать. С утра отец запирался у себя в кабинете. Или уезжал на охоту, лишь бы только с маман не видеться. Она сильно переживала? Переживала, я не думаю. Скорее, была очень зла. И даже после похорон она траур носила только на людях. А дома мне казалось, что она испытывает облегчение, что его нет. На похоронах она не плакала, она прижимала платок к сухим глазам. Отчего так поторопились с похоронами? Почему меня не дождались? У тебя были важные дела в Петербурге. Какие дела могли мне помешать приехать на похороны отца? Маменька нам так сказала. Но это неправда. Я выехал сразу же, как только получил извещение о гибели отца. Правда, я добрался не очень быстро. Дороги размыло. Накануне был очень сильный ливень. Ливень. Был ливень. Когда хоронили отца. Странно. Как странно, что ты получил известие уже после похорон. Господи. Зачем мать солгала нам обоим? Что она скрывает? Лизонька, мне кажется, ты преувеличиваешь. Зачем ей скрывать что-то от собственных детей? Вы верно знаете, Владимир, у нас радостное событие. Лизонька замуж выходит. Вам повезло. У меня хорошее настроение. И поэтому я даю вам на сборы целый день. Но чтоб после свадьбы духу вашего здесь не было. Зачем вы затеяли все это? Марья Алексеевна, что плохого я вам сделал? Мой отец и ваш муж были друзьями. Мы с Лизой детство провели вместе. Пожениться собирались. Знаю, что собирались. Знаю, что передумали. Знаю, каким ударом это было для бедной девочки. И слава Богу, что свадьба не состоялась. Я виноват перед Лизой. Нам давным-давно нужно было бы объясниться. Не смейте даже на глаза ей показываться. Прошлого не вернешь. Лиза теперь весьма счастлива с Андреем Платоновичем. Счастливые невесты не оказываются в лесу, измученные, истерзанные, без сознания. Откуда вы знаете? Я нашел ее в лесу и доставил к вам в дом. Отдал на руки Андрею Платоновичу. Андрей Платонович из этой истории извлек выгоду. Ну, вы молодец. Это в вашем духе. Человек, способный на ложь, способен и на большее, например, на убийство. Марья Алексеевна, задумайтесь хоть на секунду, за кого вы выдаете свою дочь. Как ты можешь говорить, что это мои фантазии? Ведь тебя здесь не было, и ты не видел, что происходило между родителями. Поэтому тебе спокойнее думать, что маменька не настаивала на скорых похоронах. Лизонька, всему можно найти разумное объяснение. Вот, ты мне не веришь.
Но Сычиха, когда я попала к ней, намекала мне, что есть тайна, связанная со смертью папеньки. Ты веришь в выжившие из ума старухи? Ну вот, маменька тоже так же говорит. Но я уверена, что Сычиха говорит правду. Ей незачем врать. Ну кто ж поймет полоумную? Хорошо, ты мне не веришь. Но я этого так не оставлю. Лиза, куда ты собралась? Мне нужно с ней поговорить. С кем? С Сычихой? Лизонька, у тебя завтра свадьба, а ты идешь в лес непонятно зачем, на ночь глядя. Мне нужно знать тайну смерти отца. И я ее узнаю. Вы не спешили на урок, принцесса. Понимаю, что русский язык для вас очень сложен, и вам нелегко, но мне будет очень жаль, если у вас пропадет желание им заниматься. Я не могу думать о занятиях. Голова. У вас болит голова? И сердце. Так сложно выразить чувства на родном языке. Еще тяжелее на чужом. Когда не в силах выразить чувства словами, стоит выражать их своими поступками. Я не смогу это. Будет очень глупо. Ну, почему? Если вы человеку доставите радость, это не будет выглядеть глупо. Сюрпризы любят все. Я не знаю, что любить Александр. Ну, в этом я могу вам помочь. Он любит породистых лошадей, собак. Я совсем не знать лошадей и собак породистых. Ну, что еще он любит? Он любит охоту, конные прогулки, травить зайцев любит. Травить зайцев? Да. Как? Ну, как вам объяснить? Ну? Я понимать. Травить зайцев – это очень хорошо. Я все придумала. А может быть, не стоит столь усердно пытаться угодить Александру? Почему? Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. Этот добрый совет не только мужчинам, но и молодым девушкам. Я вас не понимаю. Потом вы сами сказать, что подарок – это хорошо. Ну, может быть, стоит поступить как-то более тонко. Он этого не заметит. Если я ему подарить подарок, он поймет, что я чувствую. А стихи искать рифму. Пей. Ну чего глядишь, пей. Успокоиться тебе надо. Измучилась ты. Ко мне с легким сердцем, да с веселой душой не приходят. Все идут, чтобы утешила да помогла. Вот и ты. Не терпится своей бедой поделиться. Так говори. Есть у тебя зелье от любовной тоски? Приворотного нет. Другого человека своей воле подчинять. Грех на душу брать. А мне приворотного не нужно.
Мне бы такого, чтобы забыть его, из сердца вырвать. Есть одно средство, веками проверено. Слыхала? Время лечит. Девка ты молодая. Сама скоро все позабудешь. Без всякого зелья. Не забыть мне его, очень я его люблю. И так мне больно, так тошно, что хоть в омут головой. Ну что ты, милая. А он-то твоей любви стоит? Стоит, еще как стоит. Я понимаю, что не быть нам с ним вместе. Но я не знаю, что мне делать. Я на других даже смотреть не могу. Забудешь ты его. Непременно забудешь. Такая любовь долго не живет. Любовь. Любовь. Она на взаимности держится. Так он тоже меня любит. Так ли? Я чувствую. Я знаю. Он хочет быть со мной вместе. Но не может. Так хочет или не может? Хочет. Потому что любит. И не может, потому что женится на другой. Да. Тебе о любви поет, а другую к алтарю ведет. Не стоит он твоей любви, глупая. Я за помощью к тебе пришла, а не поучения твои слушать. Я вот что тебе скажу. Может, это тебя успокоит. Ты скоро другую любовь встретишь. С ней все и позаботишь. Очень скоро. Василий Андреевич, как успехи вашей ученицы? Она старается, но когда человек влюблен, ему сложно думать о чем-либо другом, кроме предмета своей страсти. Особенно, когда выразить свои чувства словами невозможно. Но некоторым это удается и весьма талантливо. Поверь, что я не знал такого прежде и чувствовать так сильно не умел. Есть погрешности в поэтическом отношении, но их можно простить, ведь эти стихи написаны сердцем. Не стоит действовать под влиянием эмоций. Мой совет автору – быть более сдержанным в проявлении своих чувств. Он лжец. Ему нельзя верить. Он сейчас все что угодно наговорит. Только бы вы ему поместье оставили. А что вы так разволновались, Андрей Платонович? Все Корфы лжецы. Старший Корф солгал, что долг выплатил. Теперь молодой врет. Это я спас Лизу. Вы хотите выглядеть героем? Не получится. Вы убийца. И ложь, что вы якобы спасли Лизу, ничто в сравнении с этим преступлением. Не наговаривайте на Андрея Платоновича. Он честный, порядочный и добрый человек. Полная противоположность вам и вашему батюшке. Не смейте дурно говорить о моем отце. Даю вам время до завтра, и чтобы ноги вашей не было в моем доме. Закон теперь на нашей стороне.
Красивая вещь. Зачем кидаться ценными предметами? Их можно продать, пока Долгорукая здесь все к рукам не прибрала. Ты все слышал? Что скажешь? Тебя интересует мнение друга? Миш, ты простил меня? Простил или не простил, я не хочу спокойно наблюдать, как ты теряешь поместье. Что мне делать? Все козыри у них на руках. Уверен, не все еще потеряно. Мы обязаны доказать, что Забалуев убил твоего отца. Миш, у меня нет времени заниматься расследованием. Я тебе помогу. Забалуев считает меня мертвецом. Здравствуй. Так медведя шибешь ненароком. Здравствуй, Никита. Еду сычихи несешь. Раньше ты все к ней Варвара ходила. Знала бы ты, Танюша, что у нас там творится. Все с ног на голову стало. Но есть одна хорошая новость. Хоть у кого-то радость. Мне вольную дали. Да ты что? Я теперь сам себе хозяин. Вот счастье-то. Никит, милый, возьми меня с собой. Так хочется убежать, и чем дальше, тем лучше. Так, Танюша, я же сейчас пока никуда не собираюсь. Не могу я сейчас из поместья уехать. А что с тобой? Может быть, я могу еще как-то помочь? Татьяна приходила убираться? Я с ней поговорила. Успокоила ее. Тебе не о чем волноваться. Волноваться? О чем? Она неравнодушна к тебе. Этого только слепой не увидит. С чего ты взяла? Татьяна мне как сестра, мы выросли вместе в одном доме. Все детство вместе. Конечно, для тех, кто это не знает, может показаться несколько странным. Когда женщина любит, это невозможно скрыть. Мне жаль ее. Будь с ней поласковей. Она ужасно переживает. И давай, как только поженимся, поскорее вернемся в Петербург. Она тебя очень скоро забудет. С глаз долой, из сердца вон. Жизнь без любви темнее, мрака ночи, как будто бездны мрачной на краю. Но ваши ослепительные очи, волшебно говорит жизнь. Входите. Приказывали прийти, ваше высочество. Уж простите, ради бога, если что-то напутал. Все правильно. Именно вы мне и нужны. Вы ведь слуга Александра? Это точно. Почитай, с самого рождения наследника приглядывал за ним. У меня к вам очень деликатная просьба. Рад служить. Мне нужно попасть в комнату Александра очень незаметно. Не знаю, как у вас там, а у нас это не принято. Может, я старый, чего-то не понимаю. Но в спальне наследника... Но все будет очень хорошо. Просто Александр ждет неожиданную приятность. Ну, коли так, чем смогу, помогу. Мгм. Только как бы за эту неожиданную приятность царевич не отругал. Нет, 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 напротив, он будет очень доволен.
Так вот, почему он считает тебя покойником. Мерзавец. Подстроил твое убийство так, чтобы самому остаться чистеньким. Володя! Допусти до меня! Лишил меня отца. Хотел убить друга. Я прибью его. Да постой ты! Он слишком легко отделается, если ты его просто прибьешь. Ты прав. Он у меня будет долго умирать. Опомнись. Если ты, ничего не доказав, убьешь его, то на каторге гнить тебе, а не ему. На том свете все становятся такими благоразумными. Нам на руку, что Забалуев считает меня покойником. Мне будет легче действовать. Господин Забалуев и так уже подсказал мне, что я слишком близко к нему подобрался. Спасибо тебе, Миш. Спасибо за помощь. Несмотря ни на что, ты все-таки остаешься моим другом. Правда, отправишь Забалуева на каторгу, поместье мы не вернем. Да то отомстим. Вот грустная ирония судьбы. Хозяйкой твоего дома станет твоя бывшая невеста. Может быть, ты поговоришь с ней? Она ненавидит меня. И по делам. Я обманул ее надежды. Еще ничего не упущено. Ты успеешь жениться на ней. Андрей твой друг. Будет только рад породниться. Поместье останется твоим. Я не хочу причинять ей еще больше страданий. И не буду использовать ее, чтобы получить поместье. Но как доказать, что отец выплатил долг? Он был честный человек, я не позволю клеветать на него. Ты хочешь доказать, что княгиня Долгорукая лжет? Как? Пока не знаю. Но у меня нет выбора. Хорошо. Тогда ты занимаешься княгиней, а я Забалуевым. Что ты задумал? Отца не убивали, ты лжешь! Не ты трогай зла... меня! Явилась, голубушка. Чуяло мое сердце. Очень скоро ты придешь ко мне. Ответ на свой вопрос услышать. Готова? Да. Так что на пороге стоять. Проходи. Ну чего стоишь? Боишься? Боишься, что тот человек, кого ты больше всего любишь, тебе врет? Ох, Лиза, Лиза. Бедная девочка. Думаешь, так просто правду услышать? Да, соврал. Соврал, что спас Лизу, но сделал это обдуманно. Не надо знать, Лизавета Петровна, что этот сосед ваш прохвост Корф-младший вернулся. Но это были бы только лишние хлопоты, неприятности. Марья Алексеевна, она бы стала считать его героем. Забыл бы все обиды. Стал бы мечтать о нем, как прежде. Да уж за вас бы не пошла, это точно. Если бы она узнала, что Корф ее спас, она бы за меня
Никогда бы. Вы что, хотите, чтобы Лиза осталась старой девой? Я и только я. Вы мне еще спасибо скажете, что я Лизу от медведя спас. Как? Ну, соврал, обосрамился. Но для общего блага, Марья Алексеевна. А что касается убийства барона... А меня не интересует, кто его убил. Теперь поместье мое. И я в полной мере насладилась тем, как страдает его сын. Андрей Платоныч, без вас я бы никогда не справилась. И вот в честь окончания сего дела и в знак моей признательности вам часы моего мужа. Конечно, не бог весть какой подарок для будущего зятя, но не откажите принять. Это так неожиданно. Тронут вашим подарком. Даже не знаю, как благодарить. И я бы... Мне доставляет такое удовольствие делать вам приятное. И я постараюсь сделать все, чтобы вы были довольны. Все? Все, что угодно?